Всем привет, друзья! На связи Смарт. И сегодня я хотел бы, чтобы вы посмотрели на дом Натальи Ужвий 66 и услышали жильцов. История этого дома и жильцов такая же ужасная, как и предыдущих домов, которые мы уже сняли. Дом по улице Натальи Ужвий 66 горел 5 дней. К большому сожалению, пожарные не смогли приступить к тушению пожара, так как район Северная Салтовка подвергался массированным обстрелам, а также бомбежкам. На данный момент дом законсервирован. В доме никто не проживает. Дом выгорел полностью. Пожар был настолько мощный, что здесь плавился металл. Из-за пожара потрескался бетон. Дом находится в аварийном состоянии. На этих кадрах вы можете увидеть масштабы этой трагедии. Все окна забиты ДСП. Вам может показаться, что это нормально, но я попробую объяснить, почему это ненормально. К сожалению, в дом попадает вода, и влага остается внутри дома. Отсюда идет деформация бетона, идут трещины. Мы побывали внутри этого дома. Запах гари, а также влага чувствовались внутри этого здания. Жильцы просят о помощи, и мы надеемся, что городская власть обратит внимание. После наших видео в многих домах начинается продвижение, и это уже хорошо. Это наша общая победа. Посмотрев на кадры крыши, вы можете подумать, что крыша не протекает и с ней все хорошо. Но на самом деле это ошибка. В дом было очень много попаданий. Здесь пострадали жильцы. Ну а теперь мы хотели бы, чтобы вы услышали мнение жильцов о происходящем. Также услышали их обращение. Они просят о помощи. Они просят, чтобы на них обратили внимание. Я хотел бы заметить, что это кооперативный дом. С ремонтами кооперативных домов все сложно. Но мы знаем, что сейчас разрабатывается программа по восстановлению кооперативных домов. Так что давайте продолжим сюжет дальше. А вам хотелось бы напомнить, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал. Впереди будет много интересных видео о помощи людям, об их историях и многое другое. Ну а мы продолжим. Наш дом 66, улица Натальи Ужвий, Пивнично-Салтів. Был на передовой. Горел при попадании снаряда, горел 4 дня. Обращались в пожарную, было 78 выкликов, пожарные не приехали, потому что были массовые обстрелы. К нам сюда не приезжали ни волонтеры, ни скорые, никого не было, воды не было, света не было. Сидели вот в заброшенном подвале до последнего. На первый этаж сносили, вот в этот подъезд, сносили продукты питания. Что еще сносили? Ну, вещи, полотенца, перевязочный материал. Потому что Готовили еду. Ведрами напои готовили. Так отдали весь инвентарь. Ну и были здесь до последнего, потому что не верили, что такое может быть. Были массовые обстрелы, ракеты, авиация нас била. Ну и вот пришли к такому плачевному мы состоянию при попадании ракеты. Мы сгорели. Ну вы скажите то, что были до последнего, потому что некуда было ехать. Некуда и было негде ехать. жить. И негде жить, и нам же никто не предлагал, и никто не говорил, чтобы мы эвакуировались куда-то, что-то уезжали. Никто ничего не говорил. Ну, вот так вот. После того, как мы все разъехались, сгорел наш дом, обращались мы. Ну, у нас есть председатель Будов Константин Владимирович. Ну и вот он. Ничего ніколи немає. Да, мы ничего не добились как-то. Никаких ответов. Обращались мы, чтобы у нас есть акт о
повреждення, акт комісійного обстеження, де у нас є висновки, потрібна ще експертиза. Ну от ми написали письмо в жилищно-коммунальный отдел 10 числа, да? Да. Вот ждем в настоящее время ответа. Помощи Но это никакой. помощи никакой. Да. Никакой помощи. Ни общежития, ни помощи, ничего. Ни одеяла, ни раскладушки. Это Чернышевского 55, это просто приходишь, как зашел, так и вышел. Ни ответа, ни привета, ничего там, ну ничего, чтоб не спросил, ничего нету. Вот маленькие дети по 1,5 года, никто ни разу памперсов не дал. Сколько стариков, никто ни разу не позвонил, не сказал, что надо какую-то крупу или пакет. Да, по Северной Салтовке возят. Ну и что возят? А где жильцы все? Хоть кто-то позвонил, нашел по адресу этого, хотя бы одного жильца. Ну реестра нету погорельцев, мы так поняли. Погорельцев нету. А ведь погорельцам помогают вообще во всем мире. У нас же все сгорело. У нас ничего не осталось. Макового зерна. Улице культуры 16 оказывали помощь в ВМФ. Ответа никакого нет. Выдавали Все продуктовые после наборы. войны, все после войны. Во-первых, Даже не туда интересуется, где дозвониться, эти это 3 люди. дня нужно дозвониться, чтобы дозвонишься. Вот в последнее время дозваниваемся. Мы вам уже не оказываем. Вот если бы приехали с района, тогда бы вам оказали помощь, эту, продукты. А сейчас мы только оказываем тем, что, говорю, от чего мы отличаемся от тех, что, допустим, с Купянска, Волчанска. Но они же все потеряли. Говорю, мы все потеряли. У нас дом выгорел тоже. Мы тоже все потеряли. Но нам не положено. У нас нет Да, претензий. ничего не У положено. нас претензий нет никому, ни к нашему руководству, ни страны, ни города. У нас просьба есть. Просьба, чтобы на нас обратили внимание, чтобы как-то что-то объяснили нам. Мы просим. Но 70% пенсионеров тут да. живет. Да. И это при Дом том, пенсионера. и это при том, что у нас дом кооперативный. Мы же за свои деньги выкупили у государства. И ничего не требовали у них. И куда бы мы ни пошли, как первый вопрос? Да. Так вы же кооперативный вы кооперативный. дом. Да, вы понимаете? даже не государственный. Так А у вы нас ж видите, всё, мы ж не в первом сами. подъезде вообще ничего А вами нет. нечем Всё никому сгорело, заниматься. да. Все, нечего. Всё, Вы никуда ничего. ничего. Все. А мы ж не сами. построен этот дом кооперативный, и мы ничего не можем добиться. Молодость. Мы не требовали, деньги. сколько лет мы здесь живем, который мы мы делали должны, все да. сами. Мы не требовали, не просили у государства ничего. Абсолютно. Теперь мы просим. Просим, У просто нас просим. много пенсионеров. Вы вот знаете, как страшно, когда человек просыпается и спрашивает, интересно, умру ли я в своей квартире когда-нибудь или нет? Да. Я не видела, она Ни разу не сгорела. собралась. Сгорела всё. женщина Не на предложила, 9-м этаже. ничего. Ничего. Годы, 3 месяца идет эта война, но ни единого разу. У нас Пусть 2, 3, 4, можно 5 зайти человек в вызвать сюда. Ну, первый позвонить, подъезд и есть список посмотреть. этого дома, есть И еще 65. Вот Ну это то, ничего, что- ну Какие у ничего. нас дома? Пакета крупы никому не дать. Ну как, ну что это такое? Вот меня еще очень интересует. Здесь сейчас никто не живет. А у нас Все ничего расселились там по своим возможностям. Все по своим возможностям. Кто в родственников, кто снимает, кто повыезжал. Никто не да. Но если 2-3 человека живут где-то в общежитии, что предоставил Териков, это спасибо, да. А так из 126 квартир. Все, где кто хочет, где может. Где хотите, там и Где хотите, там и живите. Где За хотите, там и коммунальные спите. Ну услуги как, я такой платить первый раз надо. вижу, что даже раскладушку, одеяло. Приезжаем на Чернышевского 55, нету ни одеяла, ни раскладушки, ни матраса. Как такое может быть? Одни старики-пенсионеры. Ну как это может Все, быть? нету ничего в квартире. Так вы же соберите этих жильцов, есть список, есть Всё этот дом, погребли, назначьте всё какой-то поделали. день, дайте хоть что-нибудь этим Повыносили, людям. ничего нету в квартире. Куча мусора, все. И заброшенный, дом просто заброшен. Вот он стоял. Допустим, дворе лучше стоял, вот зачем он уже это сделал? Никто им не месяц назад. интересуется, вообще никто не Никто, интересуется. никому Вот не это то, надо. что забили, вот я все время... И то Ладно, месяц назад. Хорошо, да. Вот у кого целые квартиры остались, я все прекрасно понимаю. Ну, горелый дом, в котором подходишь, вот надо Месяц будет назад зайти забыть. в подъезд и дотронуться до стены. Да, посмотрите. Дотрагиваясь до стены, она рушится. Зачем ее было забивать? Вот
может, я что-то не понимаю, но вот объясните Я не мне, понимаю, чему Зачем его это было забрали? забивать горелые стены, горелые дома, которые... И нам говорят, что он подлежит восстановлению. Ну как вот, Да, вот такой самое дом то, что да. может Дом подлежать восстанавливать восстановлению? Знаете, когда Снаружи приезжали это не видно, МЧСники, в середине они всё говорили, видно. чтобы мы Там ни одних были, чтобы мы перекрытий нет. присутствовали. Так вот они вошли на первый этаж И на второй не пошли. и сказали, це Не-не-не. небезпечно, Мы никому никуда не нельзя пойдем. подниматься. У каждой квартире лежит зайти плита. невозможно. Завалилась вот у меня из кухни, завалилась Стены в зал. завалились. Так во всех они Во попадают. все, спальни, вот все, зайти все. у каждую Ничего нет. комнату в первом подъезде, везде плиты Во лежат. втором тоже. Завалились, а сами, никто их не валял. А бетон, если он попал под огонь, он может в любой момент завалиться на голову. Это бетон. Он колется и все. И погибнут еще люди. Ну вот как вот они акт пишут, 85% поврежденных несущих стен. Но нужна экспертиза для того, чтобы они точно сказали, Инструментальная. будет ли восстановление дома или не будет. Ну, извините меня, вот наше правительство жило в таком доме? Вот вопрос, мне просто интересно. Как бы они на это реагировали? Ну, с тем учетом, Тот же- почти 5 суток горело. Тот же Не Терехов. сутки, не двое, 5. И мы звонили. 2 апреля. 2 Помогите нам, апреля загорелся потушите. дом. Никто не приехал с пожаром. Серая зона, потому что серая зона. Ну, тогда нельзя было. Да, да, да. Не, ну нельзя понятно, было. что нельзя было, да, мы понимаем, что это да. Можно было бы, на то называется МЧС. Это... Название об этом. А что вы там делаете? Ну, все, что люди хотят, чтобы какой-то процесс начался должны были запускаться. Ну ничего, мы ничего не запускаться. делается. Вот год уже ничего не делается. Никто тут вообще не был. Самый главный депутаты не появляются тут. Да. Городские и никого. Да, никому абсолютно. ничего не надо. Вот они бы приехали бы хотя раз в месяц, встречались бы, было бы нормально. Их не видно. А когда это самое, кашу раздают тут. Ну, кашу раздают Кашу возле, это хорошо, возле это домов, которые все были. понятно. Да. Цветочки, фонтаны, это тоже все замечательно. Но если, когда люди живут мирно и живут в своих квартирах, но когда люди бедствуют и просят помощи от кого угодно, и Это не тебе, весь Харьков, это часть Харькова. Да. тебе дают только Одни шикуют, а другие... отворот-поворот, вот это страшно. Да, был бы вопрос, если бы людям давали, там, да, мы будем заниматься год, 2, 5, 10, а вам вот мы дотация, Но мы спросили- а мы вам снимаем жилье. Хотя бы, да, такой вопрос. Никто ничего А не если делает. это Ну, на ваших спросили- плечах, ваши проблемы. Ну, спросили, есть ли какая-то очередность вот, По домам. по домам? Нету. Говорите, Алина взяла это, Лен, как Алина? Ну по-моему. ладно, то Она уже взяла это. Мы от себя. говорим о нашем доме вот я говорю, конкретно. о нашем доме говорю. Вот кооперативный дом, идет ремонт. Да вот тут все 62-й. кооперативные Во дома. многих там, в 70-м доме уже практически все восстановили. 74-й дом тоже тариф заложили, тоже внутренне работает. Остается наш дом. Почему? Там жильцы приходили, взяли за горло, прислали, давайте делайте. А у нас не делают. Вот сегодня мы пришли. Александр Олегович, мы жильцы 66-го дома. Улица Натальи Ужви, Северной Салтовки. Очень просим вас помочь разобраться в нашем сложном вопросе. У нас загорел дом. И мы просим, чтобы вы на нас обратили внимание. Остались на улице. Остались на улице, без жилья, без майна, без ничего, без помощи. Много стариков, много деток маленьких, инвалиды есть. Просим вас, пожалуйста, окажите нам помощь. Итак, друзья, вы слышали рассказ жильцов, что же здесь произошло. И теперь вы знаете гораздо больше. Сейчас я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на кадры. На кадрах видно воронки возле дома от прилета снарядов. Дом очень сильно горел. Жители этого дома своими силами убирали территорию дома. По рассказам жильцов и волонтеров, вся Северная Салтовка была усыпана осколками от прилетов снарядов.
Ну а мы дальше отправляемся внутрь дома для того, чтобы показать вам, как сильно горел дом и что там внутри. Итак, мы зашли вовнутрь. Как вы можете видеть по кадрам, дом сильно горел. Много чего сгорело. В этом доме страдали люди. А также были погибшие. В доме сильный запах гари. А сейчас в этот дом попадает влага. Ведь крыша повреждена. Здесь был настолько сильный пожар, что потрескался бетон. В доме идет сильный пожар. Это очень опасно. Собственно, об этом люди и говорили. В некоторых квартирах уцелела мебель. В остальном, конечно же, все выглядит ужасно. Это смахивает на кадры из фильма ужасов. Люди потеряли все имущество, люди потеряли квартиры. И теперь они хотят, чтобы на них обратили внимание. Ведь дом кооперативный, и это очень большая проблема. Сейчас разрабатывается программа под кооперативные дома. Еще вы можете заметить разрушенные стены. Эти стены упали не из-за того, что был прилет в этот дом, а из-за того, что был сильный пожар. Металлический каркас внутри бетона поплавился, и стены, к сожалению, рухнули. И такую картину можно наблюдать по всем квартирам, в которых был сильный пожар. К сожалению, дом постепенно разрушается. Об этом и говорят жильцы. Они трубят тревогу. Дом законсервирован, но они хотели бы вернуться домой. Но жить в таком доме невозможно. Окна забиты ДСП. К сожалению, забитые окна ДСП, они удерживают влагу. Соответственно, происходит деформация бетона, и дом может сильно разрушиться. Я, конечно, не строитель, это лишь мое мнение. Но люди тоже так считают. На одной из лестничных площадок мы увидели кресла, стулья. Здесь люди тоже укрывались от обстрелов. Жильцы очень сильно рисковали. Жильцы прятались здесь и в подвале. В некоторые квартиры попадает лучик света. И вы можете заметить, насколько здесь все печально. Насколько здесь все разрушено. От мебели жильцов, к сожалению, остались лишь уголь и пепел. К сожалению, здесь нечего спасать. Очень хотелось бы, чтобы на людей обратили внимание. Также хотелось бы попросить вас, друзья, распространить это видео. Мы должны помочь этим людям. С нашей стороны, мы, конечно же, расскажем об этих людях волонтерам. И они постараются помочь нам. И попробовать достать для этих людей гуманитарную помощь. Ведь это очень важно. Также хотелось бы сказать по поводу того, что мы продолжаем сбор на помощь жителям Северной Салтовки. Старая банка была закрыта, а новая банка уже открыта. 30 тысяч мы передали жителям дома Натальи Ужвий, 82. Хотелось бы вас, друзья, попросить подписаться на наш телеграм-канал, а также на наши соцсети. Ведь мы публикуем новости, информацию о том, чем мы занимаемся и что нас ожидает впереди. Также много информации не попадает в наши видео на YouTube-канале. Поэтому, друзья, прошу вас подписаться, поставить палец вверх под этим видео, подписывайтесь на телеграм-канал, на наш YouTube-канал. Мы же будем рассказывать о жителях Северной Салтовки и дальше. Хотелось бы, чтобы с нами связались жильцы остальных домов, которые оказались в такой же ужасной ситуации. Ведь этот ужас – это не проблема одного района. К сожалению, это проблема всей Северной Салтовки. Друзья, на этом у меня все. Спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы же продолжим выпускать видео о Северной Салтовке и дальше. Следующее видео метростроителей 9. А за ним улица Дружбы Народов 225. Также хотелось бы, чтобы вы передали своим соседям, что мы готовы снимать видео и про их дома тоже. Потому что нам важно помочь людям и осветить их проблему. К сожалению, большинство харьковчан даже не знают, как живут люди на Северной Салтовке. Ставьте палец вверх под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Еще подписывайтесь на телеграм-канал. Впереди будет много интересных сюжетов. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч, друзья, в новых видео.